А в этом выпуске мы съездили в Ла-Плату в интереснейший музей естественных наук, прогулялись по городу и побывали в потрясающе красивом кафедральном соборе. Поставьте лайк этому выпуску прямо сейчас, чтобы не отвлекаться, и приятного просмотра! Ребят, расскажу немного о нашей бытовухе. Значит, я пользуюсь, вообще мы заказываем наличку здесь, но, конечно, удобнее пользоваться картой. Тут есть платежная система Mercado Pago, но говорят, что по ней не надо много там денег вводить. Поэтому я тут заказал еще у банка Брубанк, это типа интернет-банк, типа как вот Тинькофф, да, то есть он без офисов, без отделений. Заказал карту, долго, значит, я ждал, потом с ними очень много переписывался, потому что карты нет, оплаты не проходят, в общем, уже все, расстроился. И тут, значит, ко мне приезжает, курьер, из почты, в общем, почтальон, вот, и привозит аж 2 карты. Вот. Сейчас надо только понять, какая из них активна, а какую уже заблочили. Но мне очень понравилось, как открывается эта вся система. Смотрите. Турлум. Вот так вот. Опа. Классно? Вообще. Не знаю, как это устроено, но просто вот интересно, что так круто сделано. Вот. В общем, вот мои карты. Теперь смогу нормально телефончиком прикладывать и все оплачивать. Потому что, конечно, горы налички – это очень неудобно. Тут еще одна купюра в 1000 песо – это меньше 100 рублей наших. Вот. То есть тут ребята, кто в покер играет, шутят, что не надо даже покупать эти какие-то фишки или игральную валюту, можно просто местной валютой ставки делать, типа там по 50 песо, это будет вообще, типа самое то для любительской игры. Вот, в общем, такие дела. Чего еще? Было много работы. Сегодня хочу сходить постричься, все никак не могу добраться. И еще сегодня нас ребята пригласили куда-то там в заведение, в какой-то компании встретиться. В общем, надо еще успеть поработать. Вот такие дела. Вот. Это из последнего и самого интересного. Ребят, хочу похвастаться. Значит, сейчас ходил стричься, и мои 280 дней изучения испанского с Duolingo не прошли даром. Пока меня стригли, я общался с барбером. Я считаю, это офигенный опыт. А вот и Дашуля, кстати. Hello. Оля. Hola. Ты? Чё себе, глаза разные. Вот, девчонки тут гуляли, ждали меня, пока меня постригут. Но я дольше в очереди сидел, чем постригли. Вот, круто. То есть полчаса я общался с барбером. Да, я не понимал немножко, наверное, 20% я не понимал. Но я просил его повторить, он другими словами пытался. Но в итоге суть разговора я уловил, и самое главное, и он меня понял. В общем, я считаю, это победа маленькая. Вот так вот. А мы пошли навстречу с Катей, с Серегой. Нас уже, в принципе, наверное, ожидают. Нам еще идти, поэтому мы в путь. И помимо всего прочего, на этой неделе мы съездили в суд. У меня чуть-чуть продвинулось дело. Все планомерно идет, шаг за шагом. Новые вводные появились, новые задачи, которые надо решать. В общем, это такой бесконечный квест. Надеюсь, что когда-то он все-таки разрешится, и победа будет сладка. А сегодня мы едем в небольшое путешествие. Можно и так назвать. Мы едем за пределы столицы. Мы едем в столицу провинции Буэнос-Айрес. Это город Ла-Плата. Мы там когда-то уже были.
На сегодня у нас план уже выстроен, и компания тоже, в принципе, уже подобралась. Притом вот такая. Мы такой компанией уже ездили на винодельню. Точнее, сидели вот именно узким кругом там. Короче, Серега с Катей и Артем. Поэтому идем на автобус, все дружно едем на вокзал и там на электричку. Погнали. Здрасте. Buongiorno a tutti. Come stai? Ну что, 40 минут на автобусе, мы на вокзале. Сейчас подъезжает уже Серега с Катей. И ищем наш поезд. Ну все, отправляемся. Поезд уже стоит. Я не знаю, сколько будет стоить проезд. Мы об этом узнаем, видимо, в самом конце. Оплата карточкой Суби, то есть это городская транспортная карта. Ну, в общем, упаковались. Нашли более-менее свободные места для всей компании. Вот. Что Т песни нам поет. Да, ребенок? Вот так вот. У ребят сын там спит вроде бы. Артем тоже настраивается на волну потихоньку. Волну? Петь будем. Ну, так сказать, хлеба и зрелищ. Это мы в поезде. Короче, мы едем в электричке, здесь особенно весело, мы не зря выбрали именно этот вид транспорта. Здесь просто как будто дурдом на выезде, здесь продают булавки, таблетки, куча всякой еды, тут же песни поют, люди танцуют, хлопают, в общем, весело. Здесь всякую чушню раздают, и притом не просто в руки дают, а прям кладут вот на ноги, вот так. Теперь я картами коронованный. Хорошо, хоть не сюда положили. В общем, тут не отдохнешь, не поспишь. Все время какая-то движуха. Все время какой-то вызов. 1,5 часа заняла дорога, и все, мы в Ла-Плате. Нормально, весело доехали. В общем, если мы заскучаем в Буэнос-Айресе и не будем знать, как провести день, достаточно съездить на электричке до Ла-Платы и обратно. Это очень весело. Дашуля, доставай фоторужье. Будем фотографироваться. Очень красиво, конечно. Осенний вот этот пейзаж вообще классно. Ну что, красиво? Очень. Не зря ехали? Нет. Как тебе поезд? Ради листьев. Поезд, как тебе поезд? Поезд очень прекрасно. Мы даже совершили покупку очень нужных атрибутов в дом. Сереж, покажешь наше приобретение? Обновки ваши, да. Нам оказалось это необходимым. Да. Это иголки и нитки. Потому что в Аргентине очень плохое качество одежды, и мы будем чинить свою. Ладно, давай фото. Концептуальная фотография одна. Такая. Она будет, я буду висеть вверх ногами вот на этом суку. И ты меня сфотографируешь, и потом это видео будет начинаться из серии. Ну, как, знаешь, любимые фразы, когда ты уже в больнице. Вот эти распространенные фразы «смотри, как я умею», ты уже снимаешь вот это вот, эти фразы. Пошла ли съемка? Сейчас все будет. Я притом придумал, как тебя можно снять. Я камеру переверну, и как будто ты... Нормальный. Да, нормально. А потом вот так вот буду отдалять, а ты... Нормальный. А ты ненормальный, да? Так всю жизнь.
Ну, в общем, в этом месте мы залипли, наверное, на полчаса. Фотографировались, снимали видео, бегали вокруг камеры. Называется «Люди давно не видели осени». Вот. А вообще мы как бы приехали-то серьезно в музей, в другой город. Вот. Но почему-то залипли в желтых листьях. И буквально первый же зал, который мы увидели, это зал, в котором выставлены скелеты мамонта, динозавров, человека и каких-то небольших животных. Ну, музей, правда, огромный. Мы уже посмотрели скелеты разных животных, посмотрели макеты и всякие чучела птиц, насекомых, животных. Там всяких барсучков, бобров, курва. Вот. И вернулись, видимо... нет, это другие какие-то скелеты. В общем, реально, музей огромный. Ну и, правда, очень много экспонатов. Он очень интересный. То есть можно ходить и, наверное, часа два разглядывать все это бесконечно. Часа два, наверное, как минимум. Вот. Поэтому, если едете сюда, лучше пообедайте заранее. Вот мы допустили ошибку, и теперь ходим, вроде бы смотрим, но думаем вообще о другом. Вот. Хотя тут очень интересно. Ребят, конечно же, это шикарнейшие экспонаты. Смотрите, во весь рост стоит динозавр. Он действительно огромный. Также тут, это, я так понимаю, какой-то там T-Rex, да? А также тут много разных подвидов. Есть птеродактили, есть еще какие-то. Есть водная рептилия, вот такая, напоминающая дельфина. Но это не дельфин. Это ихтиозавр. Прекрасный музей, действительно, тут очень много всего можно посмотреть. Даже не верится, что они собрали действительно здесь такую большую коллекцию. Шикарно. Очень рекомендую вам сюда приехать, если будете в Аргентине. Ну вот, ребята, а это диплодок еще считается очень маленький, хотя он длиной в 3 автобуса. Но посмотрите, на самом деле у диплодога какие размеры вот, у настоящего, у обычного, у нормального были. Вот кость, которая вот Артем рядом с ней стоит, она вот эта кость вот такого размера. Это бедренная кость, вот эта. И представьте, какого размера сам динозавр был. Он, конечно, не хищный, он травоядный, но такой хвостом махнет, и все, и все. Вообще просто представьте, что вы идете в парк, а там по земле вот такие существа ходят. Фантастика вообще. Да классно, короче, мне понравилось. Вот. Но у нас еще план большой на мероприятии. В общем, надо двигать дальше. Тебе как? Офигенно. Это просто лучший музей, который есть в Ла-Плате. Рекомендация. Да, он один. А еще в Ла-Плате есть 2 футбольных клуба. Один из них Эстудиантес и Химнасия. Кстати говоря, на стадионе Эстудиантес, вот он, можно даже перекусить в баре прямо на бровке футбольного поля и почувствовать себя действительно частью футбола.
напоследок мы дошли до самой главной достопримечательности здесь. Это кафедральный собор Ла-Платы, самый большой, самый красивый в Аргентине. Отсюда я уже делал выпуск, вот ссылочка на него. Там я показывал, как оно было все внутри. Вряд ли там что-то изменилось за это время, за полгода. Вот. Но по-прежнему очень монументально, красиво. И в целом это отличное место, чтобы просто погулять в выходной день. Вот, поэтому сейчас зайдем внутрь, передохнем немножко и, наверное, будем уже двигаться в обратную сторону. Вот такой вот легкий выходной день в Ла-Плате. Несмотря на то, что сегодня суббота, здесь как-то очень мало народу, но тем лучше. Очень так уютно, хорошо, спокойно, свежо, красиво. Вот, в общем, самые приятные ощущения от этого собора, от этого, ну да, кафедральный собор. Вот, конечно, он очень красивый, но лучше сюда все-таки приходить днем при свете солнца, которое пробивается сквозь цветные витражи. Вот, это еще больше красок добавляет. Вот такая рекомендация. Ну, на самом деле, на этом мы, пожалуй, и закончим. У нас впереди еще 2-часовая поездка домой. Так что поехали мы.